В жизни все меняется в одно мгновение. В один момент все так, как и должно быть. Стабильно, предсказуемо, безопасно. В следующий момент мир как будто поворачивается вокруг своей оси, погружая все в хаос. Именно это и произошло ясным октябрьским утром в конюшнях Пайн-Вэлли. На протяжении многих лет Спирит был больше, чем просто лошадью. Он был партнером, другом, тихим стражем для каждого наездника, который встречался ему на пути. Его медная шкура блестела в лучах осеннего солнца. Благодаря его мягкому нраву даже самые нервные новички чувствовали себя в седле в безопасности. Он был не просто частью конюшни, он был частью семьи. Но в то утро все изменилось. Конюхи вывели Спирит на прогулку, как делали это бесчисленное количество раз до этого. Знакомая тропинка, хрустящие под ногами золотые листья, прохладный горный воздух. Все было по-прежнему, пока в мгновение ока не случилось несчастье. Внезапное движение, испуганный шаг, копыта цепляются за скользкую от дождя землю. Затем раздался тошнотворный тяжелый удар. Дух упал, и он больше не поднимался. Когда они бросились к нему, страх охватил их всех. Его задние лапы лежали неподвижно, а глаза были широко раскрыты в замешательстве. Тяжесть момента сгустилась над конюшнями Пайн-Вэлли, подобно грозовой туче. Через несколько минут их надежный ветеринар доктор Чен уже была в пути, но в глубине души все боялись одного и того же. Возможно, это конец для духа. По мере распространения новостей атмосфера в конюшне менялась. Обычный гул смеха и стук копыт сменился приглушенными разговорами и обеспокоенными взглядами. Дух пытался двигаться, но ноги его не слушались, и по мере того, как проходили дни, а улучшения не наступали, начала проявляться болезненная реальность. Лошади не должны были долго лежать. Если бы он не мог стоять на ногах, он бы не выжил. Владельцы конюшни были вынуждены принять немыслимое решение. Счета ветеринара накапливались, и, несмотря на все усилия специалистов, лечение, молитвы, дух не мог подняться. Время поджимало. Они должны были начать готовиться к самому тяжелому прощанию. Но как раз в тот момент, когда надежда, казалось, начала таять, произошло нечто удивительное. Надежда исходила не от опытных тренеров или квалифицированных ветеринаров. Это произошло не благодаря специалистам или бесконечным медицинским исследованиям. Это произошло в образе той, на кого большинство не обратило бы внимания. 6-летней девочки, ростом едва достававшей духу до плеча, но обладавшей мудростью, которая бросала вызов ее возрасту. Там, где другие видели невозможную ситуацию, она видела проблему, требующую решения. Когда взрослые сосредотачивались на том, что невозможно сделать, она удивлялась, почему никто не пытается сделать что-то по-другому. И в этот момент все изменилось. Это история о том, как непоколебимая вера одного ребенка привела к чуду. История о втором шансе, о нежелании сдаваться и о невероятной связи между девочкой и лошадью, которые отказывались отпускать друг друга. Оставайтесь с нами, и мы расскажем вам о путешествии, которое изменило не только судьбу Спирит, но и будущее реабилитации травмированных лошадей во всем мире. Добро пожаловать в истории верных спутников, где любовь, решимость и немного смелости могут изменить все. Дни, последовавшие за несчастным случаем со Спиритом, были наполнены неопределенностью. В его некогда оживленном киоске,
где дети обычно останавливались, чтобы нежно потереться о него носом или украдкой угостить его, теперь царила зловещая тишина. Работники конюшни с тяжелым сердцем выполняли свои обязанности, поглядывая на коня с медной шкурой, который когда-то был сердцем конюшен Пайн-Вэлли. Глаза духа по-прежнему излучали спокойный разум, но его тело отказывалось сотрудничать. Его задние лапы были неподвижны, мышцы слабели с каждым днем. Все, кто любил его, цеплялись за малейший проблеск надежды, что, может быть, он каким-то образом поправится. Но одной надежды было недостаточно. Несмотря на все их усилия, владельцы конюшни были вынуждены провести разговор, которого они так боялись. С каждым днем состояние духа ухудшалось. Его мышцы слабели. Его организм не мог стоять на ногах. И даже у самых опытных ветеринаров не было возможности что-либо предпринять. Доктор Чен, ветеринар, пользующийся доверием, которое ухаживало за Спиритом с тех пор, как он был молодым жеребенком, знала, что должна быть честной. Лошади не должны были оставаться без движения так долго. Если дух вскоре не сможет восстановиться, поддерживать в нем жизнь будет жестокостью, а не состраданием. Горькая реальность вступала в свои права. По конюшне поползли слухи. Давние наездники, конюхи и даже посетители, которые встречались со Спиритом всего раз или два, подходили, чтобы тихо попрощаться. Одни приносили ему хрустящие яблоки, другие чистили его шерсть, задерживая свои руки чуть дольше обычного. Он был не просто лошадью, он был другом, целителем, источником утешения для многих. Но пока взрослые были поглощены своим горем, одна маленькая девочка отказывалась сдаваться. 6-летняя Лили всегда была маленькой для своего возраста, но никто в конюшне не недооценивал ее силу духа. В то время как другие дети бегали к пони, ее всегда привлекал дух. С их первой встречи, когда он опустил свою массивную голову, чтобы обнюхать карман ее куртки, между ними возникла связь, которую не смог разрушить даже несчастный случай. Пока взрослые приглушенными голосами обсуждали, как поступить гуманно, Лили сидела перед стойлом Спирит, вцепившись крошечными пальчиками в деревянные прутья. Она шептала ему сказки, как делала это раньше, когда ее младший брат лежал в больнице. «Тебе просто нужно научиться снова вставать на ноги», сказала она ему, проводя рукой по его гриве. «И я помогу тебе». Лили не понимала, почему все остальные сдались. В ее юном сознании проблемы находили решение. Она видела это и раньше. Ее брат, который когда-то был слишком слаб, чтобы ходить, использовал специальное оборудование в больнице, чтобы стать сильнее. Так почему же дух не мог сделать то же самое? Эта мысль не выходила у нее из головы. Однажды днем, когда ее тетя, работавшая физиотерапевтом, пришла забрать ее из конюшни, Лили потянула ее к стойлу духа. «Расскажи мне еще раз, как ты помогла моему брату ходить?» – потребовала она. Ее тетя улыбнулась, думая, что это просто детское любопытство. Но она все равно ей поддакнула. Она объяснила, что раненые пациенты используют специальные ремни и резинки, чтобы снова переносить вес. Как при правильной поддержке, даже те, кто не мог стоять самостоятельно, могли постепенно восстанавливать подвижность. Глаза Лили расширились. Но почему мы не можем сделать это для духа? Вопрос повис в воздухе. Ее тетя начала было возражать, говорить ей, что лошади бывают разные, что из-за их размера это невозможно, но потом остановилась. Так ли это было невозможно, или никто никогда не пытался? В тот вечер Лили сидела за кухонным столом в окружении цветных карандашей и листов бумаги. Она яростно рисовала,
запрягая духа в специальную упряжь, которая удерживала бы его вес, позволяла ему пытаться двигаться и обеспечивала его безопасность, пока он снова не научится стоять. Она не была инженером, она не была ветеринаром, но она увидела то, чего не видел никто другой. На следующее утро Лили вбежала в контору конюшни, сжимая в руках рисунки карандашами. «Мы должны помочь духам подняться», — заявила она. Ее голос был полон убежденности. «Мы должны это сделать». Владелица конюшни печально улыбнулась, готовая сказать что-нибудь утешительное, но тут вперед выступила тетя Лили. Она положила на стол набор эластичных резинок, таких же, какие используются в терапевтических центрах. «Именно об этом говорила Лили», — объяснила она. «Вот как мы помогаем людям снова ходить. И я думаю, может быть, стоит попробовать». В зале воцарился скептицизм. Лошади — это не люди. Они были массивными животными. Их тела требовали постоянного движения и кровообращения. Но, как объяснила тетя Лили, что-то изменилось в выражении их лиц. Принцип был прост. Если бы можно было поддерживать духа безопасным, контролируемым образом, ровно настолько, чтобы уменьшить давление на позвоночник, он, возможно, смог бы снова встать. Это был рискованный шаг, но это было лучше, чем сдаться. В течение нескольких дней конюшни Пайн-Вэлли превратились в центр тихой работы. Инженеры, ветеринары и физиотерапевты работали сообща, модифицируя оборудование, которое когда-либо было предназначено только для людей. Лили наблюдала за каждым этапом процесса, отказываясь покидать Спирит. И вот этот день наконец настал. Система была готова. Вокруг стойла Спирит был сооружен массивный каркас, снабженный аккуратно расположенными лентами и опорами. Если бы это сработало, это сняло бы тяжесть с его ног ровно настолько, чтобы он снова почувствовал движение. Если бы этого не произошло, они не хотели об этом думать. Затаив дыхание, команда тщательно работала над тем, чтобы закрепить Спирит в упряжи. Он оставался спокойным, его умные глаза следили за ними, как будто он понимал, что происходит что-то важное. Лили что-то прошептала ему со стороны, вцепившись маленькими ручками в край стойла. Затем наступил момент истины. Путы натянулись, постепенно принимая на себя часть веса духа. Казалось, вся конюшня затаила дыхание. Сначала ничего не происходило. Затем, ощутив явную дрожь, дух толкнул. Его передние лапы задвигались первыми. Мышцы напряглись, пытаясь вспомнить то, что они давно забыли. Затем задние лапы дернулись. Прошла секунда, затем другая. И тогда, впервые за несколько недель, Спирит оторвался от земли. Он стоял не совсем правильно. Он не восстановил свои силы за ночь. Ночью, но он старался. Лили вскочила, хлопая в ладоши. «Он стоит!» Она плакала. Голос доктора Чен был полон эмоций. «Он борется!» – прошептала она. «Это значит, что у нас есть шанс!» Это было только начало. В течение следующих нескольких недель Спирит тренировался как атлет. Его мышцы, ослабевшие после нескольких недель неподвижности, постепенно становились сильнее. Система была модифицирована, чтобы дать ему больше самостоятельности по мере его развития. Лили поддерживала его на каждом шагу, и ее непоколебимая вера стала залогом его выздоровления. И однажды утром, испытывая лишь легкое колебание, Спирит сделал свой первый самостоятельный шаг. Конюшня взорвалась радостными возгласами. По лицам текли слезы. Дух совершил невозможное. Но тогда никто не знал,
что это была не просто победа духа. Это было началом чего-то гораздо большего. А началось все с маленькой девочки, которая отказывалась принимать слово «невозможно». Прошел год с того душераздирающего октябрьского утра, о котором все думали. История духа подходила к концу. Но теперь, когда золотые осенние листья снова покрыли землю, конюшня Пайн-Вэлли стала символом стойкости, надежды и второго шанса. Спирит больше не был привязан к своему стойлу. Его медная шкура блестела в лучах утреннего солнца, когда он пересекал загон, но не мощным галопом, как раньше, а ровными уверенными шагами. Его походка изменилась, небольшая неровность все еще присутствовала, но для тех, кто был свидетелем его борьбы, каждый шаг был чудом. Его путешествие изменило не только его собственную жизнь. То, что начиналось как отчаянная попытка спасти одну лошадь, переросло в нечто гораздо большее, чем кто-либо мог себе представить. Система Child's Hope – то самое оборудование, которое помогло Спириту снова сделать свои первые шаги, теперь было усовершенствовано и распространено среди конюшен и ветеринарных клиник по всей стране. Раненым лошадям, которых когда-то считали безнадежными, был дан второй шанс. Ветеринарные школы начали изучать эту систему, включая ее в свои программы реабилитации. Инженеры работали над тем, чтобы сделать его более доступным и адаптируемым, чтобы история Спирит была не просто аномалией, а примером надежды. А в центре всего этого была 6-летняя девочка, которая никогда не видела ограничений, только возможности. Лили по-прежнему приходила в конюшни Пайн-Вэлли каждый день. Она стала немного выше ростом, ее волосы стали немного длиннее, но ее душевная связь осталась прежней. Только теперь она не просто навещала старую подругу. Она наблюдала, как он вживается в новую роль. Спирит, который когда-то был лошадью, нуждавшийся в спасении, сам стал целителем. Конюшни Пайн-Вэлли преобразились. В дополнение к обучению наездников, они теперь принимали детей с ограниченными возможностями, переживших травмы, и тех, кто сам столкнулся с трудностями. И Спирит был в центре всего этого. Один за другим дети подходили к нему, одни нерешительно, другие с тихим удивлением. Спирит, всегда нежный, склонял голову точно так же, как он делал это с Лили много лет назад, предлагая молчаливую поддержку. Один мальчик, который не разговаривал с тех пор, как несколько месяцев назад попал в автомобильную аварию, прошептал свои первые слова, проводя пальцами по гриве духа. Молодая девушка, страдающая от физической терапии, нашла в истории духа мотивацию, заставив себя сделать еще один шаг, как это сделал он. Он больше не был просто лошадью. Он был доказательством того, что преодоление невозможного – это не просто мечта. Их история Спирит распространилась далеко за пределы конюшен Пайн-Вэлли. Со всей страны посыпались письма. От ветеринаров, владельцев конюшен и семей, которых тронуло случившееся. Некоторые писали, чтобы поделиться тем, как система детской надежды спасла их лошадей. Другие просто хотели сказать, насколько путешествие духа вдохновило их. The Stable даже учредили стипендию «Дух надежды», которая предоставляет возможности молодым умам, таким как Лили, детям, которые видят мир по-другому и задают вопросы, которые приводят к реальным переменам. Что касается Лили, то она не считала себя героиней. По ее мнению, она просто сделала то, что сделал бы любой друг, помогла тому, кого она любила, найти дорогу обратно. Но все остальные знали лучше. История духа была не только о выживании. Речь шла о том, что происходит, когда кто-то,
каким бы маленьким и неопытным он ни был, осмеливается спросить, почему бы и нет. Речь шла о том, чтобы преодолевать барьеры, бросать вызов тому, что казалось невозможным, и доказывать, что иногда самые большие перемены происходят из самых простых идей. И прежде всего, речь шла о том, чтобы никогда не разочаровываться в ком-то только потому, что мир говорит, что его время истекло. Когда солнце опустилось за горизонт, Лили встала рядом со Спиритом, положив свою маленькую ручку ему на шею. «Ты сделал это», — прошептала она. «И теперь ты помогаешь другим делать то же самое. Ты». Дух слегка повернул голову, как будто понял, как будто он знал, что его история стала чем-то гораздо большим, чем он сам. И в этот тихий момент все стало ясно. Его путешествие не закончилось. Оно только начиналось. Если история Спирит тронула ваше сердце, помогите нам донести эту весть до еще большего числа людей. Поставьте лайк на это видео, чтобы показать свою поддержку животным и людям, которые отказываются от них. Прокомментируйте ниже и расскажите, какая часть путешествия Спирит вдохновила вас больше всего.